Всем-всем здравствуйте! Меня зовут Татьяна, и я рада приветствовать всех, кто заглянул сегодня ко мне в гости. Дорогие мои, вы по мне соскучились, и я по вам тоже очень соскучилась. Немножечко я пропала. Не получилось у меня в прошлые выходные выпустить видео, да, так складываются иногда в жизни обстоятельства. Скажу просто одно такое смешное слово. Я уработалась. В общем, столько навалилось работы, что я не могла вязать столько, сколько мне бы хотелось. Соответственно, у меня накопилось, знаете, такое состояние эмоциональное, когда мы не выплескиваем накопившуюся усталость, именно я говорю не про физическую, а про моральную усталость. Вот для себя я нашла способ расслабление — это вязание. Когда я вяжу, я отключаюсь, перебираю петли, у меня практически, да, мыслей нет. Мне не удалось на прошлой неделе так полноценно расслабляться, поэтому я подумала, а с чем мне выходить к своему зрителю. Говорить о половине связанного изделия я пока еще не научилась на целый ролик, поэтому я взяла такую паузу и решила выйти к вам уже, чтобы что-то показать, спустя неделю. Я думала, что мне в середине недели удастся выпустить видео, но нет. Какие-то дела, какие-то обстоятельства. Потом еще так случилось, что я 2 недели была без машины. Вот те, кто водят, и те, кто постоянно ездит за рулем, тот меня поймет, что это такое. Такое ощущение, как будто ты без ног просто. Нет, проблем нет ездить в общественном транспорте, а вот проблема ждать общественный транспорт, это, конечно, сложно. Ну ладно, слава богу, все хорошо. И я вам расскажу, что интересного случилось со мной за эти 2 недели и в вязании. Мое продвижение началось. Я очень рада, что стали мои процессы двигаться, потому что вот я так посмотрела, и у меня 3 процесса было, которые нужно было снимать, а времени на съемки у меня не было. И я начала еще 1 процесс. Хотя я не развожу больше 3 процессов, это уже чересчур много. Ну что, давайте начнем с вязания. Первое – это мой шелковый процесс из 2 видов 100% шелка. Это шелк Малбери плюс буретный шелк ручного окрашивания от Наташи Фадеенко. Да, когда у меня вот этот шелк был, и я размышляла, думала, у меня уже родилась идея для него, но никак не находилась пряжа-компаньон. И когда Наташа сделала мне сюрприз, вот оно, то, что нужно. Я практически уже на стадии завершения с этим проектом. Мне осталось буквально чуть-чуть, и будет готовое изделие. Вот она, моя шелковая блуза. Здесь не сшиты боковины, я сшила только плечевые швы, чтобы вот именно показать, что мне осталось. Мне осталась обработка изделия. Ну и, соответственно, да, фотосессия этого изделия. Это моя авторская работа. Почему я так говорю? Потому что этот узор я составила сама, придумала сама, вдохновившись разными фото в интернете. Это я буду уже потом вам рассказывать, когда буду демонстрировать готовые изделия. И те, кто давно уже со мной и постоянно смотрит мои видео, вы знаете, что в прошлом году я познакомилась с шелковой пряжей, и я полюбила шелк всей душой. Мы еще когда с девочками, своими вязальными подружками общаемся, я говорю, если бы можно было, я бы только в шелках и ходила. Это потрясающая пряжа для лета, особенно
ее супер эффект. Ваше тело дышит, насколько приятно, комфортно в таких блузочках. И если у меня будет не одна, а несколько шелковых изделий, то это просто классно. А потом, что еще очень хорошо в шелковой пряже, то, что у нее небольшой расход. Небольшой расход. У меня есть еще шнурочек, у меня остался от паулины. Я в восторге от этого шнурка. У меня он у меня был в 4 цветах. Молочный, 2 видов молочный. Вот такой ярко-голубой с синевой и розовый. Его здесь нет. И у меня вот на что-то подобное хватит. Только нужно будет найти пряжу компаньон. Вот как раз паулина дала мне вот этот зеленый свет, когда я поняла, что сочетание шелка Малбери, вот этого шнурка с другой пряжи, это самое классное сочетание. Вот поверьте мне. Ну а здесь 2 шелка. Это вообще фантастика. Это вообще фантастика. Расход, малюсенький расход. У меня было 200 граммов шелка Малбери, ну а шелка от Наташи у меня 300 граммов. У меня еще на одно изделие, у меня есть идея вязать только из этого буретного шелка. Конечно же, я обязательно свяжу себе изделие. Я люблю, чтобы у меня было для лета много разных кофточек. Я ношу свои изделия с превеликим удовольствием, а если они тем более вот такие качественные, это для меня вообще восторг. Поэтому совсем скоро я вам продемонстрирую это изделие на себе. Кстати, вчера наконец-то позволила погода сделать фотосессию, полноценную съемку моего шелкового изделия, которое я связала, наверное, уже недели 3 назад. Назвала я его «Клубничный сорбет». Спасибо одной из моих подписчиц, которая, когда увидела это изделие, я его показывала на вешалке, она написала: «Ой, на сорбет похоже». Я так стала думать, да, действительно, вспомнила про мороженое. Иногда я не ем очень часто мороженое, очень редко его ем, но мне нравится мороженое, которое в таких контейнерах больших шариками. Я вспомнила про клубничное мороженое, клубничное с сорбетом. Во, название в точку. И вчера мы с дочкой сделали все необходимые съемки. Мне очень понравилось это изделие. И, конечно, совсем скоро вам покажу это изделие и расскажу про идею создания подобной конструкции. Мне пришел такой комментарий, где было написано: «Татьяна, зачем вы вяжете такие широкие вещи? Что вы прячете?» Я ничего не прячу, а вот идею создания подобных изделий я вам все подробно расскажу. Надеюсь, что совсем скоро. Следующее изделие, которое уже тоже почти у меня готово, давайте я тоже покажу его на вешалке. Это новинка пряжи, с которой мне выпала честь поработать. Это действительно здорово. Сейчас давайте сначала пряжу покажу. Это хлопковое микробукле. Наша отечественная ивановская пряжа, одной из наших фабрик Хемпас. Эту пряжу, это новинка, и мне, конечно же, очень интересно. Для лета мне нужны в том числе и джемперы, чтобы они были хлопковые, легкие. Я так решила, что мне нужно. У меня на данный момент я оставила себе только один джемпер из пряжи от Yarnart Symphony. Симфонию в ажуре я так и назвала. Я показывала это изделие. Ярко-голубого цвета. Очень люблю. Но мне хотелось еще
изделий, потому что это изделие, про которое я рассказываю, да, симфония в ажуре, оно ажурное, я его надеваю на черный топ. Мне очень нравится именно вот такое вот сочетание, как оно смотрится на черном цвете. Но иногда мне хочется надевать просто, да, джемпер на белье. И я вам уже рассказывала, что у меня было изделие, связанное вот таким узором. Шары. Я называю этот узор шары. Посмотрите, как классно смотрится уже даже сейчас. Видите, я связала уже рукав. В общем, изделие тоже на стадии завершения. Мне остался рукав. Честно, я думала, что у меня получится за субботу. Я вчера, вот в субботу, максимально много поработала. Именно поработала. Но это такая работа, знаете, душевная работа, вот от души, в кайф. Простите уж меня за такое слово, но действительно, я настолько вот погрузилась во все это. Я с утра погуляла, я вам обязательно тоже вставлю видео. Я с утра очень много погуляла. Я получила огромный заряд положительных эмоций, и, конечно, у меня день шел просто как по маслу. Я очень много сделала, и мы фотосъемку провели, я связала рукав, я довязала вот период у шелкового изделия, снимала мастер-класс параллельно. В общем, у меня суббота прошла просто великолепно, при всем при этом, что я еще и гуляла, и занималась домашними делами. Сейчас кто-то скажет: Татьяна, вы вообще как себе вы это представляете, когда вы это успеваете? Мне часто пишут: Татьяна, когда вы это все успеваете? Ну вот, как-то да. Так, расскажу как-нибудь, да, как я все успеваю. И вы знаете, во-первых, это очень легкое полотно. Оно очень приятное. И я вам буду обязательно рассказывать, когда уже будет готово. Я рада, что я увеличила раппорт узора и сделала эти шары крупнее. Мне очень нравится, как смотрится. Я еще раз говорю, что я жду ВТО. Мне интересно посмотреть, как это будет смотреться. Джемпер, я думаю, будет у меня в любимчиках такой, знаете, потрясающий. Я ведь вам сказала, что я один джемпер оставила. Нет. У меня есть еще один белый джемпер, который я вязала на Балтике в прошлом году, когда ездили в отпуск. Я его связала, когда мы отдыхали. Но он тоже такой очень легкий, воздушный. Я его тоже уже надевала, как раз когда мы ездили в поездку на первомайские выходные. Ну вот, видите, у меня это изделие тоже скоро будет готовым, а значит, я вам скоро покажу тоже готовый результат. Будет и мастер-класс на это изделие, но не супер-пупер подробная, но это очень простая конструкция. Я все покажу, конечно же, и узор, все вы это увидите. И я думаю, что свяжете без труда те, кто захочет это сделать. У меня есть еще одна пряжа, тоже нашей отечественной фабрики Хэмпаса. Когда у меня все процессы встали, мне нужно было снимать, а времени на съемку не было, я взяла вот эту бобинку. Это вообще такая классная пряжа, как она мне нравится. Это смесовка, тоже новинка от Хэмпас. Как говорит Михаил, это полулен. Здесь потрясающий состав: 40% лен, 40%... Так ли я вижу? 40%, так, нет, 45% лен, 45% хлопок и 10% вискоза. У меня 250 метров в 100 граммах эта пряжа, но, как я говорила, что она в разной толщине. Я выбрала белый цвет. И мне тоже нужен джемпер. Я говорила о том, что я хочу нарядный джемпер. У меня вообще была сначала идея другая. Сейчас, если... я постараюсь вставить вот сюда фотографию, какая у меня была идея. И сейчас я вам покажу, что я сделала для этой идеи. Я взяла
хлопок с пайетками. Он очень тонкий. Я думаю, если я добавлю как раз в ромбы, то будет потрясающе. Да? Те ромбы, которые они должны быть с пайетками. И намотала я, посмотрите, вот у меня 6 клубочков. Я рассчитала, что у меня будет 6 ромбов. Друзья, вот знаете, это просто мучение. Когда я отвязала, ну вот столько, сколько это, сантиметров 8, да, ну пусть будет 8-10 сантиметров. Когда я отвязала, я поняла, что я не смогу вязать вот эти вот клубочки вот здесь. Это все постоянно перепутывается. Это вот так, вот так, вот так. Либо надо вязать полностью с пайетками и не мучиться. Вот, ну, а вот когда 7 ниток, это, конечно, ужас. И я эту идею отмела. У меня есть белый лен. Мне в прошлом году белый лен присылала моя подписчица и зрительница Елизавета. Еще много разной пряжи, на которой у меня тоже есть идеи. И я вот белый лен хочу как раз с пайетками. Мне нужна тоже белая кофточка вот с коротким рукавом, нарядная, красивая. И вот эти пайетки я туда включу. Ну и я нашла другой узор для своего будущего джемпера. Это тоже будет джемпер. Я думаю, что он будет тоже очень красивый и нарядный. И у меня начало изделия. Посмотрите. Вот такой узор. Я не скажу, что это узор простой, но мне понравилось, как он смотрится. И вообще таким узором я вяжу впервые, но смотрится он вообще классно. И я думаю, в готовом джемпере это будет отлично. Даже без пайеток он будет очень нарядный. Мне нужен белый джемпер. Белый нарядный джемпер. И несмотря на то, что узор не совсем простой, но вяжется, вот знаете, прям вот вяжется на одном дыхании. Я как-то вечером включила какой-то фильм, и вот это вот за вечер я связала. Ну сколько это часа? Ну около 3 часов, наверное. И я в восторге от этого вязания. Сейчас я его немножечко отложила, потому что у меня появилось время, и мне нужно было заканчивать, ну, хочется заканчивать другие процессы, и я максимально продвигала другие процессы. И еще у меня изделие крючковое. Абрикос мой абрикос, да, вот эта пряжа наша тоже отечественная, семеновская, Ирис Макс. Мне нужно было тоже также снять мастер-класс на вязание, так как я вяжу, показать вязание узора. Ага, вот здесь я распустила случайно. Сейчас петельку подтянем, чтобы потом я ее... И это уже вторая половинка начала. И я тоже думаю, что рубашка. Я знаю, какая будет рубашка. Типа, как я вязала рубашку льняную свою спицами. Ну, вот типа такого. То есть она не будет попереду она не будет застегаться на пуговицы, нет, но будет рубашка, то есть вот здесь вот будет разрез. И лед тронулся, и начала тоже вязать. Я хочу все, и крючком, и спицами, и разными пряжами. Просто вот это накопившееся эмоциональное напряжение мне нужно обязательно снимать. И, конечно же, много прогулок. Вот сейчас я сниму это видео и поеду в парк гулять. Надеюсь, что я там проведу много времени. Опять же, я заряжусь. Вот и Джесси проснулась. Да, она тут рядышком, кукла наша. И, конечно же, когда получаешь заряд бодрости, заряд эмоций, то и все остальные дела идут как по маслу.
Что касается вязания, да, вот у меня 1, 2, 3, так, 1, 2, 3, 4 процесса. Пятый процесс, вы знаете, что это мой долгоиграющий процесс, это плед. Галина, вам привет! Я знаю, что вы ждете с нетерпением окончания этого проекта, но плед у меня вообще не вязался все 2 недели. Нет, я вязала, буквально провязала 4 ряда. Все. Почему? Смотрите, какая ситуация. Мне не хватает пряжи. Я это уже поняла. У меня осталось 2 мотка основного цвета и уже начатый моток розового цвета. Я написала продавцу и жду уже неделю ответ, когда будет поставка пряжи. Есть еще такая пряжа у другого продавца, но по какой-то невероятной цене. Если я покупала, это же 100% турецкий акрил, если я его покупала за 700 с чем-то рублей упаковка, то у другого продавца эта упаковка стоит 2300. Представляете? Ну, это золотой какой-то плед тогда получится. Конечно, если не будет, то придется выходить из положения, наверное. Но для меня это, конечно, просто немыслимо. Почему такая цена за 100% акрил? Поэтому пока, ну вот честно сказать, и времени у меня не было, поэтому что тут лукавить, поэтому плед я особо и не вязала. Ну, конечно, буду продолжать. Вот сейчас у нас, можно сказать, последняя полноценная учебная неделя. Там еще 2 хвостика, 2 дня как хвостиком идут. У меня еще предстоит поездка с классом в выходной. Мы с ними поедем в Ростов-Великий. Это потрясающий город. Ну и кроме, да, вязания у меня, конечно же, были и другие интересные моменты. На 9 мая мы решили поехать. Мы сначала хотели поехать в Суздаль погулять, но мы ждали, когда нам позвонят из автосервиса и скажут, что машина ваша готова. И так и случилось. Нам ее отдали утром где-то в 11 часов. Мы ее взяли, чтобы как раз посмотреть, как что работает. И поехали в Плес. Я вам сейчас вставлю коротенькое видео просто о красотах этого города. Мы часто там бываем, достаточно часто, потому что этот город находится примерно в 60 километрах от нас. Это очень популярный городок среди элиты российской, так я скажу. Стоит он на берегу прекрасной реки Волги. И мы туда ездим просто погулять и насладиться этой красотой. Город остался в стиле купечества 19 века. И я вам вставлю коротенькое видео, чтобы вы посмотрели эту красоту.
Что еще было интересного из культурных мероприятий? Из культурных мероприятий еще было интересным посещение музея Ситца. Вот я живу в Иванове уже почти 30 лет. Я приехала сюда учиться и пустила здесь свои корни. А в музее Ситца мне не доводилось быть никогда. Ужасно. Ну что это такое, да? Как это так? А дело в том, что когда я хотела туда также свозить своих деток, он был закрыт на реконструкцию. И что было еще интересным, что хотелось посмотреть, Вячеслав Зайцев, известный модельер российский, он тоже родом из Иванова, и в музее Ситца находилась его коллекция. И нам хотелось очень тоже ее посмотреть, но родственники, как бы она не была подарена музею в дар, нет, она находилась временно, и родственники как бы решили эту коллекцию забрать. Никто не знает, какова будет судьба этой коллекции. Но, к сожалению, нам не удалось посмотреть ее. Но мы познакомились с историей создания ткачества, из чего ткали как раз вот именно в нашем регионе. Был очень интересный стенд сравнения ценовой политики льняной тканей и хлопчатобумажной. Вот когда стал появляться хлопок, вот этот, да, привозной, когда стали привозить хлопок, и как, да, то есть вот это сравнение, то есть лен был, по-моему, почти в 3 раза дороже по себестоимости. Почему лен и стал забываться? Стало очень много хлопка. И как набивали рисунок на ткани. Это делали вручную, это все было тоже очень интересно. И ребятам в конце тоже предложили попробовать быть набойщиками на ткани. И вот они делали салфетку. Тоже потрясающе просто. Довольные, счастливые. Вставлю вам тоже коротенькое видео, как внутри находится, как вообще внутри этого музея, что интересного. И плюсом еще это же бывший особняк как раз вот фабриканта-мецената Дмитрия Геннадьевича Бурылина. Что еще было интересным из культурного? В конце этой недели я организовала встречу с одним очень потрясающим человеком для своих учеников. Человек, который совершил впервые кругосветное путешествие на конной кибитке, это Петр Федорович Плонин.
Вы даже можете набрать в поисковике Петр Плонин, и вы увидите всю информацию, фотографии. С Петром Федоровичем мы лично знакомы, и он уже не в первый раз приходит к моим ученикам. Это просто, знаете, это даже не передать словами, насколько находит Петр Федорович общий язык с детьми, так он интересно рассказывает об этом. Я приглашала вот в прошлый свой выпуск Петра Федоровича и в этот выпуск. Но сейчас у меня ребята еще более любознательные, очень задавали просто потрясающие вопросы. И мы от этой встречи, такая теплая встреча, и у меня одна из учениц говорит: у меня к вам 2 вопроса. Первый, самый главный. Вы еще к нам придете? Конечно. Я считаю, что подобные встречи для детей, они просто необходимы. Особенно сейчас, в современном мире, когда дети погружены в информационный поток, да, телефоны, это сплошные, да, телевизоры, компьютеры. А вот эти живые встречи, когда человек может рассказать, показать, как, да, как это вообще может быть, для них это оказалось, для моих детей. Я знала, что какой это эффект это для них даст. И, конечно, я очень рада, что такая встреча у нас состоялась, и что мои ребята были в полном восторге. Нам не хватило одного урока. Я вспомнила, что когда была в прошлый раз встреча, нам одного урока не хватило, поэтому мы задействовали 2 урока. У нас был и просмотр фильмов, причем не только на русском, но и на английском языке, потому что путешествие Петра Федоровича было и в Северную Америку, и как раз вот некоторые кусочки видео американцы взяли и сделали фильм, естественно, он на английском языке. Ребята смотрели вот с такими вот глазами. И, конечно, я пообещала, что в следующем году, но уже в начале учебного года, мы пригласим Петра Федоровича еще, и он нам расскажет про путешествие в Австралию уже на велосипедах. Обязательно. У Петра Федоровича есть книга, и я попросила, чтобы он принес и показал ребятам эту книгу. К сожалению, она в очень малом количестве. Как Петр Федорович сказал, что всего 3 экземпляра. Это очень дорогостоящее. Очень дорогостоящая, поэтому издать ее в многочисленных экземплярах пока не выдается возможности, к сожалению. Это, конечно, то, что должны люди это видеть. Вот это было из интересного. А еще я вам вставлю прогулку свою. Немножечко просто, да, полюбуемся природой, послушаем звуки леса. Всем доброе утро. Еще нет 7 утра, а я уже гуляю в лесу. И это просто супер, это просто такое наслаждение. Это уже моя 2-я попытка сегодня. 1-я. Без 15:06 я вышла из дома с таким настроем пойти погулять наконец-то. Но был дождь. И мы с Джесси развернулись, а буквально через часик дождик прошел, и я сразу же собралась и пошла гулять. Боже, как пахнет лес после дождя, вкусно. Какие запахи, звуки. Даже хочется шепотом говорить. Кто это ухает, интересно, такой?
черемуха. Пахнет как. Класс. Я на противоположном берегу парка. Здесь просто лес. Здесь тоже есть тропы, здесь люди гуляют. И я решила сюда зайти поглубже. Рано утром, когда еще никого практически нет. Только лес, звуки и все. Класс. Я так соскучилась по этим прогулкам. Мне даже не хочется отсюда уходить. Я пойду еще кружок пройдусь. Это такое наслаждение, когда просто природа вокруг, тишина и больше ничего. Да. И пусть весь мир подождет. Пойду. На сегодня это все. Положа руку на сердце, обещаю вам, что не буду пропадать надолго. Мы с вами совсем скоро увидимся. Сейчас мои процессы будут двигаться гораздо быстрее, и мы с вами будем вязать, вдохновляться, начинать новые проекты, потому что идей-то у меня очень много. Ну а на сегодня это все. Я очень рада нашей с вами встрече. Пишите свои комментарии. Ну а я побежала. Сейчас быстренько смонтирую это видео и поеду опять же в парк гулять. Если будет что-то интересное, обязательно вам сниму. А мы с вами совсем скоро увидимся. До новых встреч. Пока-пока.